Всем привет! Меня зовут Алена, и сегодня я вам покажу, как сделать тыкву. Да, пришла осень, и знаете, мне всегда очень хочется делать тыквы из всех материалов, из которых просто можно ее сделать, потому что именно осень у меня ассоциируется с тыквами, зелеными листьями и дождем. Но у нас сейчас хорошая погода, поэтому есть возможность поснимать и на улице. Ну и, конечно, все идеи, в принципе, идея тыквы вообще взята из Pinterest, там огромный выбор разнообразных тыкв сделан из цемента, на которые смотришь и всегда хочется сделать что-то похожее. Так что сегодня я буду делать композицию тыквы с цветами. Цветы сделаны из фоамирана, и как их сделать, я тоже ссылки оставлю в описании к этому видео, поэтому если хотите повторить что-то подобное, переходите в описание, смотрите, пробуйте. А теперь давайте с вами приступать. Ну и начну я свою работу с самой тыквы. Для нее я буду использовать штукатурку гипсовую. У меня просто она была, нет у меня цемента, чтобы с ней экспериментировать, но есть вот такая штукатурка. Причем, что у меня уже остатки. И знаете, я добавила воды слишком много, поэтому она у меня была жидкая. И штукатурки у меня больше не было. Я туда добавила ложки 3-4 шпатлевки. И не пожалела. Во-первых, такая смесь намного быстрее застывает. Хорошо ее перемешиваю. А теперь будем наполнять колготки или же носки капроновые. Поэтому отрезала я от своих колгот, и у меня получился носок, который я заполняю раствором. Причем, что знаете, мои колготки плотные, и не очень с ними удобно работать. Хочется, чтобы они были более эластичными, я могу так назвать. Заполняю свой носок. И сверху буду вставлять баночку. Используйте совершенно любую баночку, неважно какого размера. Просто смотрите, чтобы потом туда можно было вставить композицию. И уже канцелярскими резинками придаю форму своей тыкве. Нету канцелярских резинок, можно использовать любой шнур. Все хорошо затягиваю, поправляю, выставляю и оставляю сушиться. Еще самое важное, что когда вы будете оставлять ее сушиться, поставьте ее очень ровно, чтобы потом, когда вы все снимете, ваша баночка не оказалась где-то сбоку, цветы не смотрели в стороны, а именно было все сверху. Знаете, этот раствор уже где-то через час, в принципе, схватился, и мне уже на тот момент хотелось ее развернуть, но я подождала ночь, так как я делала это вечером, и утром пошла все снимать. Знаете, пока я все это делала, я себе в голове думала, насколько же универсальны женские капроновые колготки, что с них только не делают. Полностью все снимаю, и знаете, я когда снимала, была в восторге уже на тот момент от того, что у меня получилось, потому что я все-таки переживала, что она треснет. Я срезала все лишнее и внутри баночку решила не доставать. Смысла в принципе нет, все равно ее потом буду заполнять. Если где-то есть какие-то погрешности, можно это зашкурить. У меня это были два уголка от колгот, которые меня слегка раздражали, поэтому я постаралась их немного зачистить. И знаете, так как она у меня просохла всего лишь ночь, я все-таки оставила ее сушиться еще на 2 дня. Но каждый день я сбрызгивала тыкву и закручивала ее в салфетку. Можно закрутить в газету, для того, чтобы она все-таки сверху не треснула. Так как раствор внутри засыхает медленнее, чем снаружи, я решила не рисковать. Так я свою тыкву сушила 3 суток. Но по итогу ничего у меня не треснуло, и результатом я довольна. Ну что, вот результат через 3 дня. Тыква красивая и хорошенькая, теперь нам нужно будет ее покрасить.
красить я буду акриловой краской, или можно использовать водоэмульсионную краску для потолков и стен, как часто я это делаю. Тонировать я буду колором, и мешать я буду нужный мне цвет и оттенок. Да, не удивляйтесь, белая краска у меня в бутылке из-под молока, ну просто потому что так удобнее, чем постоянно брать ее из большой банки, точнее из ведра. Замешала мне нужный цвет и начинаю окрашивать. Окрашивать, конечно, не совсем удобно. Я ставила на баночки, ставила на горшочек, что я только не делала, но по итогу, что получилось, то получилось. Сначала я закрасила тыкву в один цвет, и затем в основной цвет я начала добавлять красный для того, чтобы получился более яркий оттенок и насыщенный. Но все же мне хотелось сделать тыкву в более естественных цветах, поэтому я старалась не переборщить. Кстати, работать в таком случае очень удобно большой широкой кисточкой. Получается все очень хорошо растушевать. Но если вы работаете маленькой кисточкой, то имейте в виду, мазки от кисти у вас могут быть видны. В работе также я использовала фен для того, чтобы быстрее высохла краска. Покрасить тыкву каждый может в совершенно любой цвет, даже однотонный. Но так как я хотела сделать ее настоящей на внешний вид, я очень сильно заморочилась с окрашиванием. Также нам нужно было сделать больше объема нашей тыкве. Я взяла коричневую краску и полусухой кисточкой, размешивая ее тоже с оранжевым цветом, чтобы она сильно не выбивалась, слегка тонировала. Самое важное — не переборщить, иначе ваша тыква будет казаться очень грязной. Ну и вот что получается, я сушила с помощью фена, делается это, конечно, быстрее, но все равно оставила где-то на час ее высохнуть. Сверху можно покрыть еще и акриловым лаком, чтобы закрепить всю краску. Теперь сами цветочки. Цветы мы с вами делали, делала я ранункулюсы, делала я гортензию. Ссылки все будут в описании. И у меня был вот такой искусственный букетик с ягодками. Знаете, давно хочу сделать ягодки, но с моим терпения у меня на них не хватает. Поэтому всегда я эту идею кидаю и иду в магазин, покупаю что-то похожее. Вовнутрь своей тыквы я поместила пенопласт и уже буду заполнять цветами. Свой букетик сверху я выстраиваю круглым, чтобы он у меня со всех сторон был красивым и на свою композицию можно было смотреть со всех сторон одинаково. Можно использовать при работе клей, можно не использовать, а просто вставить цветочки. Как в принципе я это и делаю. Так как мой букетик никто не собирается трясти во все стороны, цветы оттуда не повылетают. И вот таким образом я постепенно вставляю все цветочки и заполняю все пустые пространства.
Ну и вот такая тыква с цветочками у меня получилась. Мне безумно нравится результат, и, пожалуй, я считаю, что это одна из лучших работ, которая у меня получилась, которая мне очень нравится. Я ее оставляю именно себе. Ну а если вам понравилась такая идея, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. А следующие уже завтра.